Ураганы – одно из самых необузданных и разрушительных явлений матушки природы. Ветер со скоростью более 300 км в час и волны высотой по 50 метров сносят целые города за считанные дни. Мы расскажем про самые безумные ураганы за всю историю человечества, которые оставили после себя столько жертв и разрушений, что даже представить трудно. А в конце вы увидите шторм, который, единожды выбравшись на берег, уничтожил практически 500 000 человек. Поехали! Для понимания степени опасности ураганов предлагаем сначала ознакомиться с системой их классификации, а заодно узнать про то, почему им дают полноценные человеческие имена. Ученые Роберт Симпсон и Герберт Саффер в 1973 году разработали специальную таблицу, которая определяла потенциальные убытки, полученные в период ненастья. Она базировалась на быстроте движения ветров и объему штормовых волн. Начинается с первой категории, когда незначительные повреждения получают деревья и кустарники, а заканчивается пятой, когда вихрь буквально сносит все на своем пути. При такой силе многие здания сразу разрушаются, а спастись и переждать не получится. Тут только полная эвакуация населения. С именами же все достаточно просто. Названия различным атмосферным явлениям начали давать еще в ходе Второй мировой войны, когда уже пытались наблюдать за тайфунами в Тихом океане. Чтобы не путать их множество, ученые стали присваивать им имена своих тещ и жен. После войны Метеорологическое ведомство США создало специальный список с именами, и на каждый год идет свой перечень по алфавиту. Если первый ураган сезона будет Анна, то второй уже Бетси. Иван. Ураган Иван обрушился на Галф-Шорс в штате Алабама 16 сентября 2004 года. Он был сразу отнесен к третьей категории сложности. Хоть это и не самая большая степень опасности, но Иван все равно считается одним из самых разрушительных за всю историю США. Почему? Он слишком долго существовал для такого природного явления. Иван многократно усиливался и ослабевал на протяжении нескольких недель, трижды набирая силу пятой категории и принося колоссальные разрушения. Шторм опустошил береговые линии Миссисипи, Алабамы и Флоридского полуострова и вызвал волны высотой более 45 метров. Он практически снес западную оконечность Кубы в сентябре, а потом ослаб до 4 категории, как только вошел в Мексиканский залив. Утром 16 сентября Иван обрушился на побережье Мексиканского залива с устойчивым ветром со скоростью 193 км в час и штормовой волной высотой 4,3 метра. Несмотря на быстрое ослабление, он продолжал проливать тонны дождя и даже вызвал торнадо на юго-востоке Соединенных Штатов. 18 сентября циклон прошел над Вирджинией, а затем сомкнулся над Южной Флоридой, уходя обратно в Мексиканский залив. В конечном счете, Иван виновен в гибели 57 человек в Соединенных Штатах и еще 67 в Гренаде, Ямайке, Доминиканской Республике, Венесуэле и на Каймановых островах. По оценкам, ущерб составил более 27 миллиардов долларов. И если вам это кажется значительными цифрами, то поверьте, это только начало нашего списка. Эндрю. Этот мощный ураган пятой категории обрушился на южный округ Дейт, штат Флорида, и пришелся в основном на территорию к югу от Майами в августе 1992 года. Сезон штормов в том году начался достаточно спокойно, с минимальной активностью. Даже шторм Эндрю изначально считался весьма слабым, когда он разразился в Атлантическом океане. Но к тому времени, когда Эндрю дошел до Багамских островов, этот первый в сезоне шторм вызвал порывы ветра со скоростью более 257 км в час. Когда ураган добрался до Флориды, Эндрю разрушил десятки домов, а его скорость достигала уже 227 км в час. Штормовая волна высотой 5,2 метра превратила улицы в водные пути, кипящие от остатков домов и автомобилей. Шторм также оставил водителей на произвол судьбы на несколько недель.
поскольку в округе было разрушено 9500 дорожных знаков и часть важных развязок. С ущербом, оцениваемым в $27,3 миллиарда, Эндрю был самым дорогостоящим ураганом в истории США более 10 лет, пока ураган Катрина не обрушился на Луизиану в 2005 году и не причинил еще больший ущерб, как впоследствии подсчитали страховые компании. Одним из положительных наследий Эндрю является то, что строительный кодекс Южной Флориды был полностью пересмотрен, и теперь все новые дома должны иметь штормовые ставни или ударопрочные стекла. Крышам также стали предъявляться повышенные требования к гвоздям, что впоследствии спасло тысячи домов. Всего Эндрю унес жизни 61 человека во Флориде и на Карибах. В результате шторма более 125 тысяч домов и 160 тысяч человек остались без крова. А теперь про ураган, имя которого знают во всех уголках нашей планеты. Катрина. Этот ужас с красивым женским именем породил катастрофические последствия в прибрежной зоне Мексиканского залива. Ненастье практически полностью уничтожило инфраструктуру Миссисипи и Луизианы. Погибших было около 2000 человек. Также вред нанесен и соседним регионам. Новый Орлеан погрузился под воду, что в дальнейшем переросло в настоящий гуманитарный кризис. Большинство населения оказалось на улице из-за того, что их дома были уничтожены или затоплены. В городах с небольшими разрушениями начался всплеск преступности. Грабежи, мародерство и хищения достигли небывалого размаха. Люди с оружием в руках защищали свое имущество. Только спустя несколько месяцев правительство смогло взять ситуацию под контроль. 40% смертей, связанных с ураганом, были вызваны утоплением. Медленная реакция федерального правительства на тяжелое положение пострадавших привела к заявлениям о некомпетентности и даже к преднамеренному игнорированию бедных и чернокожих. В целом ураган Катрина унес жизни 1833 человек, а страна потеряла $161 миллиард. Почему и считается самым дорогим ураганом в истории США. Ураган Дня труда. Этот шторм известен просто как ураган Дня труда, в честь даты начала, ведь практика присвоения имен ураганам началась только в 1953 году. Шторм разразился 29 августа 1935 года, задолго до появления технологий отслеживания погоды, включая регулярное использование доплеровского радара, который предсказывает, где может начаться и закончиться шторм. Жителей никто не мог предупредить по мере приближения урагана. Многие жертвы с тревогой ждали эвакуационного поезда, который так и не пришел, ведь его смыло с путей. Ущерб составил практически $2 миллиарда, если пересчитывать на современные деньги, а погибло около 500 человек. Это был самый сильный ураган, когда-либо зарегистрированный в Атлантике до появления Гилберта. Ирма. Ирма – это тропический ураган, который нанес огромный ущерб. Он начал формироваться в августе 2017 года возле Кабо-Верде в Атлантике. В сентябре он получил 5-ю, наивысшую степень угрозы. Основные разрушения пришлись на Багамы, около половины населения лишились крыши над головой. А после Ирма дошла и до Кубы. Гавана оказалась практически полностью затопленной. Синоптики зафиксировали высоту волн, которая доходила до 7 метров, а шквалистый ветер достигал 250 км в час. После Кубы ураган развернулся в сторону Флориды. Власти вынуждены были провести эвакуацию нескольких миллионов граждан. Когда порывы достигли Майами, город был практически пустым. Побушевав там, сила Ирмы пошла на убыль, и через пару суток уровень опасности упал до минимального. Погибло 150 человек, а урон составил практически $77 миллиардов. Харви. Другой тропический вихрь образовался 17 августа 2017 года, и ему присвоили имя Харви. Буря вызвала наводнение в Техасе, в ходе которого погибло 80 человек. Наводнение в Хьюстоне было сильным, так как Харви оставался над этим районом
в течение нескольких дней, выплескивая до 127 сантиметров воды в некоторых местах. Это тоже количество осадков, которое город обычно видит в течение всего года, а тут все выпало за 4 дня. Хьюстон подвергся сильному разрушению, из-за чего в городе вспыхнул разгул преступности с кражами и мародерством. Правительству даже пришлось ввести комендантский час, а военные начали патрулировать город, чтобы спасти имущество эвакуированных людей. На устранение последствий понадобилось 8 миллиардов долларов, а по мнению экспертов, полное восстановление потребовало порядка 70 миллиардов. Гилберт. Оценить ураган можно по-разному, будь то скорость ветра и количество выпавших осадков, или потерянные жизни с материальным ущербом. Но ураган Гилберт стал одним из крупнейших по своему размеру в Атлантическом бассейне. Его диаметр составил 926 километров. Шторм возник недалеко от островов Зеленого мыса, на западном побережье Африки, где зарождались одни из самых сильных ураганов в истории. Превратившись в шторм 5-й категории в сентябре 1988 года, Гилберт буквально накрыл весь остров Ямайки, повредив примерно 80% жилых домов. Затем ураган переместился на Каймановы острова и Мексику, среди прочих районов, прежде чем ослабнуть и проникнуть в Техас, проявив себя в виде серии торнадо. В результате шторма погибло 318 человек. 200 нашли мертвыми после наводнения в Мексике, и 28 человек погибли, когда кубинское грузовое судно попало в лодку с креветками. Ущерб, связанный с Гилбертом, превысил сумму около 5,5 миллиардов долларов. Ураган Мария. Мария стал вторым ураганом 5-й категории, который обрушился в 2017 году на территорию США. Пришедший всего через 2 недели после жестокого шторма Ирма, Мария стал более разрушительным, поскольку прошел по тем же районам, что и Ирма, добивая инфраструктуры и здания. Мария достиг берега на крошечном острове Доминика 18 сентября 2017 года при скорости ветра 281 км в час. Затем он переместился в Гваделупу и Виргинские острова США, прежде чем практически полностью разрушить остров Пуэрто-Рико в сентябре. Дальше Мария стал слабеть до 4-й категории. Первоначальное число погибших в результате урагана Мария составило 146 человек. Однако люди полагали, что реальные цифры были намного выше, и правительство Пуэрто-Рико провело более точечное расследование в августе 2018 года, почти через год после катастрофы. Итоговое число погибших составило около 3000 человек. Кроме того, стоимость ущерба оценивалась по меньшей мере в 1,31 миллиарда долларов для Доминика и более чем в 90 миллионов долларов для Пуэрто-Рико. Даже спустя столько лет остров все еще не полностью восстановился, и сотни тысяч жителей навсегда переехали на материковую часть США. Ураган Митч. Урагану Митч, возможно, и не уделялось бы столько внимания, как другим штормам в США. Но количество смертей и разрушений, вызванные им, превзошли некоторых наиболее известных его коллег. Медленно движущийся ураган, казалось бы, приостановился, как только достиг Гондураса в октябре 1998 года. Там он выпускал до 10 сантиметров осадков в час в течение 2 дней, вызывая, по сути, огромные оползни и смертоносные наводнения. Было подтверждено, что по крайней мере 11 тысяч человек были убиты и более 12 тысяч пропали без вести к концу 1998 года, а истинное число погибших, возможно, никогда не будет известно. Кроме того, около 2,7 миллионов человек остались без крова. Митч стал вторым по смертоносности ураганом за всю историю наблюдений и самым сильным, обрушившимся на западное полушарие более чем за 200 лет. Он нанес ущерб Гондурасу на сумму более 5 миллиардов долларов. Там была полностью уничтожена большая часть инфраструктуры страны и годовые посевы еды. Никарагуа также пострадала от Митча, потеряв около 2000 человек только в результате одного оползня. Кенна.
25 октября 2002 года ураган, которому была присвоена 5-я категория, достиг города Найярит. Сила ветра превышала 250 км в час, поднимая валы океанской воды на высоту до 4 метров. Очень сильно пострадал поселок Сан-Блас, где было разрушено 75% всех строений. На улицах вырывало с корнем деревья. Были разрушены подъездные дороги, линии электропередач и трубопроводы. Не спаслись и суда, решившие переждать ураган в порту Сан-Бласа. Их почти все выбросило на берег. Удивительно, но зафиксировали всего 4 погибших. А все потому, что метеорологи заблаговременно просчитали траекторию Кенны и большую часть 12-тысячного населения Сан-Бласа успели эвакуировать. Сан-Каликсто. Самый сильный ураган прошлых веков свое прозвище получил в честь известного римского епископа, который был мучеником. Из официальных документов известно, что эта стихия прошла по Карибским островам в конце 18 века. В результате катастрофы повреждениям подверглось около 95% всех строений. Хоть и нет каких-то замеров, которые могли бы оценить реальную силу урагана, но остались свидетельства очевидцев. Один местный наблюдатель писал, что ураган срывал кору с деревьев, а значит ветер должен был превышать 320 км в час. Ненастье не стихало 11 дней. Оно унесло жизни 27 тысяч жителей островов. Во время этого кошмара был потоплен весь английский флот, находившийся в Карибском бассейне. Бхола. Бедствие невиданного масштаба обрушилось на восточный Пакистан и западную Бенгалию, что была на востоке Индии, 12 ноября 1970 года. Несмотря на то, что ураган достиг лишь 3-й категории по шкале Саффера-Симпсона, он стал одним из самых губительных в истории человечества. Циклон Бхола сформировался над Бенгальским заливом еще 8 ноября, а потом стал смещаться на север, попутно набирая скорость. В момент своего пика он достиг береговой линии восточного Пакистана. Некоторые населенные пункты попросту стерло в порошок. Удар штормового прилива унес жизни по разным оценкам от 300 тысяч до полумиллиона человек. В наиболее пострадавшем районе страны, под округе Тазумуддин, погибло более 45% из 167-тысячного населения. К сожалению, хоть сейчас мы и имеем гораздо более развитые технологии, полностью отслеживать и контролировать ураганы не получается. Можно лишь попытаться предупредить население и организовать экстренную эвакуацию, но не более того. На сегодня у нас все. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.